Какие деревья нельзя сажать возле дома? Деревья, растущие рядом с домом, помогают людям успокаивать нервы и чувствовать поддержку самой природы. Но, к сожалению, не все растения подходят для соседства с людьми. И чтобы избежать неприятностей, мы для вас, друзья, подготовили это видео. Ну а с вами канал «Друзья Эзотерика для тебя». Мы рады вас видеть, мы рады вас слышать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, ну а также пишите ваши вопросы и комментарии. Наши предки жили в гармонии с природой, поэтому хорошо знали, какие растения будут уместны рядом именно с домом. Какой бы участок вы ни собирались облагородить, пространство вокруг частного коттеджа, дачу или же придомовую территорию многоэтажного дома, вам нужно знать точно, какие из деревьев вам не навредят. И мы, друзья, составили для вас список растений, которые отрицательно влияют на людей. И их лучше не сажать именно возле жилых домов. В целом растения можно разделить на два типа. Это те, которые привлекают счастье, и те, кто отнимают благополучие. Последние принято назвать энергетическими вампирами. Почему? Потому что они способны тянуть жизненные силы из людей и тем самым лишая их радости и возможности построить счастливую жизнь. К сожалению, таких деревьев много, и увидеть их можно как раз у жилых домов, чьи хозяева не догадываются о грозящей им опасности. Друзья, и начнем мы с первого дерева, которое нельзя, чтобы было возле дома, это дуб. Дуб – это дерево мудрости и долголетия. Дуб прекрасно смотрится на опушке леса или в парке в дубовой роще, когда люди часто ходят поразмышлять о жизни и прийти к какому-то решению. Однако возле дома это могущественное дерево сажать не стоит. Почему? Потому что дерево забирает именно здоровье мужчин, начиная с главы семьи. Также дуб заглушает энергетику мужчин, и они попросту уходят с семьи, не выдержав так называемой молчаливой конкуренции именно дерева. Поэтому дуб, как бы вы его не любили, сажать дома не нужно. Хотите полюбоваться, пойдите в парк, в лес, обнимите это дерево, поговорите с ним, но дома не нужно сажать. Ну а следующее дерево, друзья, это у нас береза. Это дерево обладает защитными качествами, но сажать его в пределах своего участка не стоит. Почему? Потому что энергетика этого изящного растения способна помочь одиноким сердцам утолить сердечную боль. И несмотря на это, в кронах красивых берез обитают духи, которые не жалуют людей и могут им всячески навредить. Поэтому березу лучше посадить в отдалении, чтобы издалека любоваться сочной зеленью и самим деревом. Ну а следующее, друзья, у нас грецкий орех. Дерево само по себе обладает нейтральной энергетикой, однако в простонародье его считали разрушителем именно семейного счастья. Самой простой причиной можно назвать мощную корневую систему самого дерева. Эта система корневая способна разрушить фундамент дома. Поэтому рядом с домом, пожалуйста, не сажайте грецкий орех. Ну а следующее дерево, которое нельзя сажать рядом с домом, это, друзья, верба. Несмотря на то, что это дерево используют в православных обрядах, также верба обладает неблагоприятной энергетикой. Почему? Потому что кто посадит возле дома вербу, грозит беда в тот же год. По тем же причинам возле дома не сажали ивы и осины, которые, как считается, губят живую энергетику и выживают людей. Поэтому, если вы обратите внимание, то вы никогда возле дома не увидите ни вербы, ни ивы и ни осин. Ну а следующее дерево, которое нельзя сажать, это тополь. Это дерево славится своей способностью прогонять любое зло, но сажать его возле дома опасаются по двум причинам. Первая причина, потому что древесина у тополя хрупкая, и поэтому дерево может сильно навредить самому дому, упав на него во время сильного ветра.
Ну а вторая причина – это большая вероятность перенасыщения негативом, который тополь будет перенаправлять именно в дом. Поэтому такие деревья вы также никогда не увидите именно вблизи домов. Ну а следующее у нас дерево, друзья, это сосна. Сосна – это полезное дерево и почитают его с незапамятных времен. Ведь сосновая хвоя – это отличное средство в борьбе со многими заболеваниями, а эфирные масла, выделяемые ею, служат профилактикой болезней. Тем не менее, наши предки полагали, что соснам не место рядом с домами. Главной причиной отказа от посадки сосны является огромная тень, которая не позволяет растить полезные овощи. Кроме того, сосна не дает перегноя, который необходим для садов и огородов. Ну а следующее дерево, которое не рекомендуется садить рядом с домом, это, друзья, туя. Туя – это декоративное растение, и на данный момент оно набирает популярность и сейчас часто используется в дизайне ландшафта. Несмотря на эффективность и красоту, наши предки старались обходиться без этого растения на своих участках. Почему? Дело все в том, что туя отваживает женихов и не позволяет молодым девушкам найти свое счастье. Многие комнатные цветы также не подходят для дома. К сожалению, они крадут счастье и провоцируют скандалы в семье, поэтому их место – это общественные организации, большие пространства офисных помещений, где людей слишком много, и растения просто не могут навредить такому большому количеству народа. Поэтому, друзья, выбирайте растения с умом, чтобы ваш дом был настоящей крепостью и самым комфортным местом, где можно восстановить силы после напряженного дня. Друзья, ну а с вами был канал Эзотерика для тебя. Мы рады вас видеть. Нам приятно, что вы подписываетесь на наш канал, что вы ставите лайки, если вам нравятся наши видео, ну а также пишите ваши вопросы и комментарии. Мы вам желаем мира, любви, гармонии и надеемся, наши видео вам помогают в жизни. Мы с вами, друзья, прощаемся и уже услышимся в следующих эфирах. Пока-пока!